Всех приветствую. Опалубка у нас готова. Шампанское попили, пробки собрали. А далее я пробки грунтую лаком по дереву. Не знаю, насколько это правильно и нужно ли это делать, но и я так делаю, чтобы минимизировать выход воздуха из пробок в смолу и, соответственно, чтобы не было пузырей в готовом изделии. Далее выставляю опалубку по уровню. Использую просто вот такие клинышки деревянные. Подсовываю под основание. И выравниваю. После кристаллизации смолы торец изделия я буду фрезеровать. При этом я не хочу, чтобы срезалась пробка. Соответственно, я хочу ее отодвинуть, чтобы при фрезеровке снималась лишь только смола. Для этого я взял вот такую вот ленту демпферную, обрезок. Вот 5 миллиметров у нее толщина. Нарежу сейчас на полосочки и подклею внутри опалубки. Тем самым я отодвину пробочку от края опалубки. Ленту я приклеил. То есть вот у нас как получается опалубка. И сантиметр где-то от дна опалубки приклеена лента. Все, пробочки у нас уже не смогут коснуться опалубки. Выложил я пробочки. Буду заливать первый стартовый слой. Диаметр заготовок у меня 35 сантиметров. Вот я намешал 200 грамм смолы и этим первым слоем залью, чтобы пробочки приклеились. И при заливке основного слоя они не всплыли. Стартовый слой. Пробочки первым слоем смолы зафиксированы. Теперь при основной заливке они не всплывут. И сейчас я уберу вот эту ленту, которая не давала пробкам сдвинуться к краю опалубки. Ленту я убрал и получил вот необходимое расстояние по краю опалубки. Теперь могу спокойно обрабатывать, фрезеровать, либо работать шлифмашинкой и не коснуть ни пробок, ни железок. Заливаю основной слой. Поднявшиеся на поверхность пузырьки воздуха убираю горелку. Прошли сутки после основной заливки. И вот такое количество воздуха, пузырьков, мы видим на поверхности. Но еще по прошествии суток у нас есть возможность убрать это все горелкой. Видим результат после воздействия горелки. Все пузырьки у нас лопнули и растянулись, то есть абсолютно ровная чистая поверхность получилась. Прошло 3 дня, смола полностью кристаллизовалась. Теперь я извлеку заготовку из опалубки.
Заготовки готовы к дальнейшей обработке. В следующем видео буду фрезеровать, подготавливать поверхность под финишный слой. Расскажу, как я это делаю.